В характере моего друга Шерлока Холмса меня всегда поражала одна аномалия: самый аккуратный и методический человек во всем, что касалось умственных занятий, аккуратный и даже, до известной степени, изысканный в одежде, он был одним из тех безалаберных людей, которые способны свести с ума того, кто живет в одной квартире с ними. Я сам не могу считать себя безупречным в этом отношении, так как жизнь в Афганистане развела мою природную склонность к бродячей жизни сильнее, чем приличествует медику. Но все-таки моей неаккуратности есть границы, и когда я вижу, что человек держит сигары в корзине для углей, табак, в носке персидской туфли, а письма, на которые не дано еще ответа, прикалывает ножом в самую середину деревянной обшивки камина, то начинаю считать себя добродетельным человеком. Я, например, всегда думал, что стрельба из пистолета — занятие, которому следует предаваться на открытом воздухе, а Холмс иногда, когда на него находит странное расположение духа, сидит себе, бывало, в своем кресле и выпускает дробинки в стенку, что, конечно, не служило ни к украшению комнаты, ни к очищению ее атмосферы. Наши комнаты всегда бывали полны разными химическими снарядами и вещественными доказательствами, которые часто попадали в совсем неподходящее место и оказывались то в масленке, то там, где их еще менее можно было ожидать. Но самый мой тяжелый крест составляли бумаги Холмса. Он терпеть не мог уничтожать документы, особенно имевшие отношение к делам, в которых он принимал участие, а между тем разбирать их у него хватало энергии только раз в год, а иногда и в два. Как я уже упоминал в моих заметках, набросанных без всякой связи, за вспышками страшной энергии, во время которых он занимался делами, давшими ему известность, наступала реакция, когда он лежал целыми днями на софе, погруженный в чтение и игру на скрипке, и поднимался только для того, чтобы перейти к столу. Таким образом, бумаги накоплялись месяц за месяцем, и все углы комнаты бывали набиты связками рукописей, которых нельзя было ни сжечь, ни убрать без их владельца. В один зимний вечер, когда мы сидели у камина и он только что кончил вписывать краткие заметки в свою записную книгу, я решился предложить ему употребить следующие 2 часа на приведение нашей комнаты в более жилой вид. Холмс не мог отрицать справедливости моей просьбы, а потому отправился с плачевным лицом в свою спальню и вскоре вышел оттуда, таща за собой большой жестяной ящик. Он поставил его посреди комнаты и, тяжело опустившись на стул перед ним, открыл крышку. Я увидел, что ящик наполнен до трети связками бумаг, перевязанных красными тесьмами в отдельные пакеты. «Много тут дел, Ватсон», — проговорил он, смотря на меня лукавым взглядом. «Я думаю, если бы вы знали, что лежит у меня в этом ящике, вы попросили бы меня вынуть отсюда некоторые бумаги вместо того, чтобы укладывать новые. Это, вероятно, заметки о ваших ранних работах», — спросил я. «Мне часто хотелось познакомиться с ними». «Да, мой мальчик, все это дела, совершенные до появления возвеличившего меня биографа». Нежным, ласковым движением он вынимал одну связку за другой. «Не все здесь успехи, Ватсон», — сказал он, — «но есть и хорошенькие задачки. Вот воспоминания о Тарлтонском убийстве, о деле виноторговца в Амбере, о приключении старухи русской, о странном деле алюминиевого костыля, полный отчет о кривоногом Риколетти и его ужасной жене. А вот, ага. Это действительно нечто выдающееся». Он опустил руку на самое дно ящика и вытащил маленький деревянный ящичек с выдвигающейся крышкой, вроде тех, в которых держат детские игрушки. Оттуда он вынул клочок смятой бумаги, старинный медный ключ, деревянный колышек с привязанным к нему клубком веревок и 3 ржавых металлических кружка. «Ну, мой милый, какого вы мнения насчет этого?» — спросил он, улыбаясь выражению моего лица. «Любопытная коллекция». «Очень любопытная, а связанная с ними история и того любопытнее. Так у этих реликвий есть своя история. Они сами — история.
Что вы хотите сказать этим? Шерлок Холмс вынул все вещи одна за другой и разложил их на столе. Потом он сел на стул и окинул их довольным взглядом. «Вот все, что осталось у меня как воспоминание о Мёсгрефском обряде», — сказал он. Я не раз слышал, как он упоминал об этом деле, но не знал его подробностей. «Как бы я был рад, если бы вы рассказали мне все подробно», — сказал я. «И оставил бы весь этот хлам неубранным?» С злорадством проговорил Холмс. «А где же ваша хваленая аккуратность, Ватсон? Впрочем, я буду очень рад, если вы внесете этот случай в ваши записки. В нем есть некоторые пункты, делающие его единственным в уголовной хронике не только нашей, но, я думаю, и всякой другой страны. Коллекция достигнутых мною пустячных успехов не была бы полна без отчета об этом странном деле. Вы, может быть, помните, как дело Глории Скотт и мой разговор с несчастным человеком, судьбу которого я рассказал вам, впервые обратили мое внимание на профессию, ставшую делом моей жизни. Вы видите меня теперь, когда мое имя приобрело широкую известность и когда общество и официальная власть признают меня высшей инстанцией в сомнительных случаях. Даже тогда, когда вы только что познакомились со мной и описали одно из моих дел под названием «Этюд в багровых тонах», у меня уже была большая, хотя не особенно прибыльная, практика. Поэтому вы и представить себе не можете, как было мне трудно пробиться в жизни. Когда я приехал в Лондон, я поселился на улице Монтегю, как раз у Британского музея. Тут я жил некоторое время, наполняя свои многочисленные часы досуга изучением тех отраслей науки, которые могли понадобиться мне. По временам навертывались дела, главным образом по рекомендации товарищей студентов, так как в последние годы моего пребывания в университете там много говорили обо мне и о моем методе. Третье из этих дел было дело о Мёсгрефском обряде, которому я обязан первым шагом к моему теперешнему положению благодаря возбужденному им интересу и важным последствиям. Реджинальд Мёсгреф воспитывался в одном колледже со мной, и я был несколько знаком с ним. Товарищи не особенно любили его, считая гордецом, хотя мне лично всегда казалось, что гордость его была напускная, и за ней скрывались робость и неуверенность в своих силах. Наружность его была чисто аристократическая, тонкий, прямой нос, большие глаза, небрежные, вместе с тем изящные манеры. И действительно, он был отпрыском одной из древнейших фамилий королевства, хотя и по младшей ветви, отделившейся от северных Мёсгревов в XVI столетии и поселившейся в восточном Суссексе, где замок Хёрлстон является, быть может, древнейшим изо всех обитаемых жилищ графства. На молодом человеке как будто лежал отпечаток его родины, и всякий раз, что я глядел на его бледное, умное лицо, напостав его головы, перед моими глазами выставали потемневшие своды, решетчатые окна и все особенности феодального жилища. Иногда нам приходилось разговаривать друг с другом, и я помню, что он всегда выказывал живейший интерес к моему способу исследований и выводов. 4 года я не видел его, как вдруг в одно прекрасное утро он вошел в мою комнату на улице Монтегю. Он мало изменился, одет был по моде, он всегда был франтом и сохранил спокойные, изящные манеры, которыми отличался прежде. «Как поживаете, Мёсгреф?» — спросил я, обменявшись с ним дружеским рукопожатием. «Вы, вероятно, слышали о смерти моего бедного отца?» — сказал он. Он умер около 2 лет тому назад. С тех пор мне, само собой разумеется, пришлось взять на себя управление Хёрлстонским имением, а так как я вместе с тем депутат от своего округа, то дел у меня много. Вы же, Холмс, как я слышал, стали применять на практике те способности, которым мы так удивлялись в былое время. «Да», — ответил я пустил мои способности в дело. «Очень приятно слышать это, так как ваш совет драгоценен для меня в настоящее время.
У нас в Хёрлстоне случились очень странные вещи, а полиции не удалось ничего выяснить. Дело действительно самое необыкновенное и необъяснимое. Можете себе представить, с каким интересом я слушал его, Ватсон. Наконец-то перед мной был тот случай, которого я тщетно ожидал в продолжении долгих месяцев бездействия. В глубине души я был уверен, что могу иметь успех там, где других постигла неудача. Теперь мне представляется случай испытать себя. Сообщите мне, пожалуйста, все подробности. Вскрикнул я. Реджинальд Мёсгрэв сел против меня и закурил папиросу, которую я предложил ему. «Надо вам сказать», — начал он, «что хотя я и холост, но мне приходится держать в Хёрлстоне значительное количество прислуги, так как это старинное поместье, требующее большого присмотра. Кроме того, во время охоты на фазанов у меня обыкновенно гостят знакомые, так что нельзя обойтись малым числом прислуги. Всего у меня 8 служанок, повар, дворецкий, 2 лакея и мальчик. Для сада и для конюшен, понятно, есть отдельные слуги. Из-за всей этой прислуги дольше всех у нас в доме жил Брёнтон, дворецкий. В молодости он был учителем, но остался без места, и отец взял его к себе. Это человек очень энергичный, сильного характера и скоро сделался незаменимым в нашем доме. Он был высок, красив собой, с великолепным лбом, хотя служил у нас 20 лет, теперь ему не более 40 лет. Удивительно, что при подобной наружности и выдающихся способностях он говорит на нескольких языках и играет чуть ли не на всех инструментах. Удивительно, говорю я, что он так долго довольствовался занимаемым им положением. Впрочем, я думаю, что ему жилось спокойно, и у него не хватало энергии для какой-либо перемены. Хёрлстонского дворецкого помнят все, кто гостил у нас. Но у этого совершенства был, однако, один недостаток. Он несколько Дон Жуан, и вы, конечно, можете себе представить, что такому человеку было нетрудно разыгрывать эту роль в спокойном деревенском уголке. Пока Брёнтон был женат, все шло хорошо, но с тех пор, как овдовел, он доставлял нам много хлопот. Несколько месяцев тому назад мы надеялись было, что он остепенится, так как сделал предложение Рочель Хоуэлс, нашей второй горничной, но вскоре он бросил ее и стал ухаживать за Джанет Триджелис, дочерью главного ловчего. Рочель очень хорошая девушка, но вспыльчивая и впечатлительная, как истая уроженка Уэльса, захворала острым воспалением мозга и теперь бродит по дому, или, по крайней мере, бродила до вчерашнего дня, как черноглазая тень той девушки, какой была прежде. Это первая наша драма в Хёрлстоне, но вторая заставила нас забыть о ней. Этой второй драме предшествовало позорное изгнание дворецкого Брёнтона. Вот как это случилось. Я уже говорил, что это был умный человек. Ум и погубил его, возбудив в нем ненасытное любопытство относительно вещей, совершенно его не касавшихся. Я ничего не подозревал, пока неожиданный случай не открыл мне глаз. Однажды ночью на прошлой неделе, именно в четверг, я никак не мог заснуть, выпив по глупости после обеда чашку крепкого черного кофе. Пробившись кое-как до 2 часов ночи и потеряв всякую надежду, я встал и зажег свечу, намереваясь продолжать чтение романа, который я начал днем. Книга осталась в бильярдной, а потому я надел халат и отправился за ней. Чтобы попасть в бильярдную, мне надо было спуститься с лестницы и затем пройти через коридор, который ведет в библиотеку и комнату, где хранится оружие. Можете себе представить мое изумление, когда, заглянув в коридор, я увидел свет, выходивший через отворенную дверь библиотеки. Я сам погасил там лампу и запер дверь, когда пошел спать. Естественно, что первой моей мыслью было, что в дом забрались воры. Коридоры Хёрлстона в изобилии украшены всякого рода старым оружием.
Я схватил первую попавшуюся секиру, поставил свечу сзади себя, пробрался на цыпочках по коридору и заглянул в открытую дверь. В библиотеке оказался дворецкий Брёнтон. Он сидел в кресле, держа на коленях какую-то бумагу, похожую на карту или план. Он наклонился над ней, очевидно, в глубоком раздумье. Я остолбенел от изумления и молча наблюдал за ним, стоя в темноте. При слабом свете маленького огарка, стоявшего на краю стола, я разглядел, что Брёнтон вполне одет. Вдруг он встал с кресла, подошел к бюро, стоявшему в стороне, отпер его и выдвинул один из ящиков. Оттуда он вынул какую-то бумагу, затем, вернувшись на место, положил ее на стол рядом с огарком и стал разглядывать с величайшим вниманием. Негодование охватило меня при виде невозмутимого спокойствия, с которым он рассматривал наши фамильные документы. Я невольно сделал шаг вперед. Брёнтон поднял голову и увидел, что я стою в дверях. Он вскочил на ноги с мертвенно-бледным лицом и сунул за пазуху похожую на карту бумагу, которую он так внимательно изучал. «Так вот как вы оправдываете доверие, которое мы оказывали вам?» — сказал я. «Завтра вы оставите вашу службу». Он поклонился с видом совершенно уничтоженного человека и молча проскользнул мимо меня. Огарок был еще на столе, и при свете его я взглянул на бумагу, которую Брёнтон вынул из бюро. К моему изумлению, это оказалось вовсе не важным документом, а ничем иным, как копии вопросов и ответов, употребляющихся при странном, старинном обычае, называющемся мёсгрефским обрядом. Это вид особой церемонии, составляющий особенность нашего рода в течение многих веков и совершаемый каждым мёсгрефом при достижении совершеннолетия. Этот обряд имеет частное значение и может быть интересен разве только для археолога, как наши гербы и девизы. Практической же пользы из него не извлечь. «Мы лучше после поговорим об этой бумаге», — заметил я. «Если вы считаете это необходимым», — несколько колеблясь, ответил мёсгреф. «Итак, буду продолжать свое показание. Я запер бюро ключом, оставленным Брёнтоном, и только что повернулся, чтобы выйти из комнаты, как с изумлением заметил, что дворецкий вернулся и стоял передо мной. «Мистер мёсгреф, сэр!» — вскрикнул он хриплым, взволнованным голосом. «Я не могу перенести бесчестие. Я всегда был горд не по положению, и бесчестие убьет меня. Кровь моя падет на вашу голову, сэр, если вы доведете меня до отчаяния. Если вы не можете оставить меня у себя после того, что случилось, то, ради Бога, дайте мне месяц сроку, как будто я сам отказался и ухожу по своей доброй воле. Это я могу перенести, мистер мёсгреф, но мне не перенести, если вы выгоните меня из дома на глазах всех, кого я так хорошо знаю». «Вы не заслуживаете снисхождения, Брёнтон», — ответил я. «Ваше поведение в высшей степени неблаговидно, но так как вы долго служили в нашей семье, я не хочу порочить вас публично. Однако месяц — это слишком долгий срок. Уезжайте через неделю под каким угодно предлогом». «Через неделю, сэр!» — закричал он в отчаянии. «Хоть 2 недели. Дайте мне, по крайней мере, 2 недели». «Неделю», — повторил я, и то это еще слишком снисходительно. Он медленно вышел из комнаты, опустив голову на грудь, как нравственно убитый человек, а я загасил свечу и вернулся к себе в комнату. В продолжении 2 дней после этого случая Брёнтон исполнял свои обязанности особенно тщательно. Я не намекал на прошедшее и с некоторым любопытством ожидал, как ему удастся скрыть свой позор. Но на 3-е утро он не пришел ко мне, как обычно, за приказаниями на этот день. Выходя из столовой, я случайно встретил горничную Рочель Хоуэллс.
Я говорил вам, что она только что оправилась от болезни и теперь была так страшно бледна и худа, что я побранил ее за то, что она работает. «Вам следовало бы лежать в постели», — сказал я, — «за работу же приметесь, когда выздоровеете». Она взглянула на меня с таким странным выражением, что у меня в голове мелькнула мысль, не сошла ли она с ума. «Я уже достаточно окрепла, мистер Мёсгреф», — сказала она. «Посмотрим, что скажет доктор», — ответил я. «Теперь же оставьте всякую работу и когда пойдете вниз, скажите Брёнтону, что мне нужно его видеть». «Дворецкий пропал», — сказала она. «Пропал». «Как пропал?» «Пропал». Никто не видел его. В его комнате его нет. Он уехал. Она прислонилась к стене и разразилась громкими криками и резким хохотом. Испуганный этим внезапным истерическим припадком, я бросился к звонку, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Девушку, продолжавшую рыдать и хохотать, отнесли в ее комнату, а я справился о Брёнтоне. Не оставалось ни малейшего сомнения, что он исчез. Постель его оказалась нетронутой, никто его не видел после того, как он ушел вечером к себе в комнату. Трудно было, однако, догадаться, как он мог выйти из дому, так как все окна и двери утром были найдены запертыми. Платье, часы и даже деньги Брёнтона оказались в комнате, недоставало только черной пары, которую он обычно носил. Не было также туфель, но сапоги оказались налицо. Куда же мог дворецкий Брёнтон уйти ночью и что с ним сталось? Конечно, мы обыскали весь дом с чердака до подвала, но нигде не нашли Брёнтона. Дом, как я уже говорил, представляет собой целый лабиринт, особенно первоначальная постройка, в которой, собственно, теперь никто не живет, однако мы обыскали каждую комнату, каждую каморку и не нашли и следа пропавшего. Мне казалось невероятным, чтобы он мог уйти, оставив все свое имущество, а между тем, где же он мог быть? Я призвал местную полицию, но из этого ничего не вышло. Накануне ночи шел дождь, мы осмотрели лужайку и аллеи вокруг дома, но понапрасну. Таково было положение дела, когда новое обстоятельство совершенно отвлекло наше внимание от первоначальной тайны. 2 дня Рочель Хоуэлс была так больна, что пришлось на ночь приставить к ней сиделку. Она то лежала в забытии, то впадала в истерику. На 3-ю ночь после исчезновения Брёнтона сиделка, видя, что больная заснула спокойно, сама задремала в кресле. Когда она проснулась рано утром, то увидела, что кровать пуста, окно открыто, а больной и следа нет. Меня тотчас же разбудили. Я взял с собой 2 лакеев и отправился искать пропавшую девушку. Нетрудно было определить направление, по которому она пошла. Под окном ясно были видны следы, которые шли через лужайку к пруду, где они исчезали у песчаной дорожки, ведущей из имения. Пруд в этом месте имеет 8 футов глубины, и вы можете себе представить, что мы почувствовали, когда увидели, что след несчастной девушки вел прямо к краю пруда. Мы сейчас же вооружились баграми и принялись за поиски тела, но ничего не нашли. Но зато мы вытащили совершенно уж неожиданный предмет — холщовый мешок с массой заржавленного, потерявшего цвет металла и тусклыми кусочками кремня или стекла. Эта странная находка была все, что нам удалось выловить из озера, и, несмотря на все поиски и расспросы, мы так ничего и не знаем о судьбе Рочели Хоуэлс и Ричарда Брёнтона. Местная полиция просто и приложить ума не может, и я пришел к вам как к последнему убежищу. Можете себе представить, Ватсон, с каким интересом я выслушал это необычайное стечение обстоятельств, как я пытался сопоставить их и найти общую связь между ними. Исчез дворецкий. Исчезла горничная. Девушка любила дворецкого,
но потом имела причину возненавидеть его. Она уроженка Уэльса, страстная, необузданная. Известно, что немедленно после исчезновения Брентона она была в страшно возбужденном состоянии. Она бросила в пруд мешок с какими-то странными предметами. Все это факторы, которые следовало принять во внимание, но они не объясняли сути дела. Где исходная точка этой цепи событий? Только конец запутанной цепи лежал предо мною. Мне нужно взглянуть на бумаги, которые так заинтересовали вашего дворецкого, что он рискнул потерять место, сказал я. В сущности, этот наш обряд — довольно большая нелепость, ответил Мёсгрэв, извинительная только благодаря своему старинному происхождению. Копия ответов и вопросов у меня с собой, так что можете взглянуть на нее, если желаете. Он подал мне бумагу, которую я держу в руках в настоящую минуту. Вот тот ряд странных вопросов, на которые должен был давать такие же странные ответы каждый из Мёсгрэвов при достижении совершеннолетия. Я прочту вам ответы и вопросы. Чье оно было? Того, кого нет. Чье оно будет? Того, кто будет позже. В каком это было месяце? В 6, считая с 1. Где было солнце? Над дубом. Где лежала тень? Под вязом. Сколько сделано шагов? К северу 10,10, к западу 5,5, к югу 2,2, к востоку 1,1 и потом вниз. Что мы должны отдать за это? Все, что наше. Почему мы должны отдать это? Из-за доверия. На оригинале нет числа, но, судя по орфографии, он относится к половине 17 столетия, заметил Мёсгрэв. Боюсь, что этот документ мало поможет вам в раскрытии тайны. Зато он представляет собой другую тайну, и еще более интересную, чем первая, сказал я. Может быть, раскрытие одной из них повлечет за собой раскрытие другой. Извините меня, Мёсгрэв, но должен сказать, что ваш дворецкий кажется мне очень умным человеком и более проницательным, чем 10 поколений его господ. «Я не понимаю вас», — ответил Мёсгрэв. Бумага, по моему мнению, не имеет никакого практического значения. А по-моему, она имеет огромное значение, и мне кажется, что Брентон разделял мой взгляд. Вероятно, он видел ее раньше той ночи, когда вы поймали его. Очень возможно. Мы не скрывали этого. Насколько я понимаю, в ту ночь, когда вы застали его, он просто хотел освежить документ в своей памяти. Вы говорили, что у него в руках была карта или план, который он сличал с рукописью и который спрятал в карман при вашем появлении. Это верно. Но какое могло ему быть дело до нашего старинного обычая, и что может означать вся эта галиматья? «Мне кажется, что нам нетрудно будет узнать это», — сказал я. «Если позволите, мы отправимся с первым поездом в Суссекс и на месте поближе познакомимся с этим делом». В тот же день, под вечер, мы уже были в Хёрлстоне. Может быть, вам приходилось видеть изображение знаменитого старинного здания или читать описание его, а потому я ограничусь только упоминанием, что оно имеет форму буквы «Г», причем более длинная линия представляет собой новую часть постройки, а короткая — ядро, из которого развилось все остальное. Над низкой входной дверью в центре старого здания в камне высечен 1607 год, но знатоки, судя по характеру деревянной и каменной отделки, считают, что дом построен гораздо раньше этого времени. Поразительно толстые стены и крошечные окна этой части здания побудили обитателей его выстроить в прошлом столетии новое крыло, а старый дом служит теперь кладовой и погребом, и то только в случае необходимости. Великолепный парк из вековых деревьев окружает все здание,
а пруд, о котором упоминал мой клиент, лежит в конце аллеи, ярдах в 200 от дома. У меня, Ватсон, уже не было сомнения в том, что во всем этом деле была только одна тайна, а не три. Я был убежден, что если бы мне только удалось понять значение мёсгрефского обряда, то в руках у меня оказалась бы путеводная нить, которая привела бы меня к открытию истины о дворецком Брёнтоне и горничной Хоуэлс. Поэтому-то я и решил приложить все свои старания к тому, чтобы узнать, почему Брёнтон стремился изучить старинную формулу. Очевидно, потому, что заметил то, что ускользнуло от внимания целого ряда поколений помещиков и что обещало ему какие-то личные выгоды. Что же это было и как оно повлияло на его судьбу? При чтении «Обряда» мне стало вполне ясно, что измерение относится к какому-нибудь месту, о котором упоминается в документе, и что если бы нам удалось найти это место, мы напали бы на след тайны, которую предки Мёсгревов нашли нужным облечь в такую странную форму. Для начала нам были даны два проводника, дуб и вяз. Что касается дуба, то найти его было очень легко. Прямо перед домом, по левую сторону дороги, ведущей к подъезду, стоял патриарх между дубами, одно из великолепнейших деревьев, каких мне когда-либо доводилось видеть. «Существовал этот дуб во время составления вашего обряда?» — спросил я, когда мы проезжали мимо. «Он стоял здесь, вероятно, во время завоевания Англии норманнами», — ответил Мёсгреф. «Он имеет 23 фута в обхвате». Итак, одно из моих предположений оказывалось верным. «Есть у вас старые вязы?» — спросил я. Вот там стоял очень старый вяз, но 10 лет тому назад его разбило молнией, и мы спилили его ствол. Вы можете найти то место, где стояло это дерево? Да. Других вязов нет? Старых нет, но много молодых. Мне бы хотелось видеть место, где рос этот вяз. Мы приехали в Шарабани, и мой клиент тотчас же, не заходя в дом, повел меня на опушку лужайки, где стоял прежде вяз, почти на половине пути между дубом и домом. Мои исследования, по-видимому, шли успешно. «Я полагаю, невозможно определить высоту этого вяза?» — спросил я. Могу сразу ответить на этот вопрос. Он был высотою 64 фута. «Каким образом вы знаете это?» С удивлением спросил я. Когда мой старый учитель давал мне, бывало, задачу по тригонометрии, то она всегда касалась измерения вершин. Мальчиком я измерил каждое дерево и каждое строение в нашем поместье. Это была совершенно неожиданная удача. У меня уже оказывалось больше данных, чем я мог ожидать за такое короткое время. «Скажите, пожалуйста», — спросил я, — «ваш дворецкий не предлагал вам никогда подобного вопроса?» Реджинальд Мёсгреф с изумлением взглянул на меня. Теперь, когда вы напомнили об этом, я действительно припоминаю, что Брёнтон спрашивал меня несколько месяцев тому назад о высоте этого дерева. Они с Грумом поспорили из-за этого. Можете себе представить, Ватсон, как приятно мне было слышать эти слова. Ведь таким образом оказывалось, что я на верном пути. Я взглянул на солнце. Оно стояло низко на небе, и я рассчитал, что менее чем через час оно будет стоять как раз над вершиной старого дуба. Тогда было бы исполнено одно из условий, упомянутых в обряде. А тень от вяза должна была означать крайнюю точку тени, иначе говорилось бы о тени от ствола. Значит, мне следовало определить, куда падет конец тени от вяза, когда солнце станет как раз над дубом. Ведь это же трудно было сделать, Холмс, когда вяза уже не существовало. Я знал только одно: если Брёнтон мог сделать это, то могу и я. К тому же это было вовсе не так трудно.
Я пошел с Мёсгревом в его кабинет и сделал колышек из дерева, к которому привязал длинную веревку с узлом на каждом ярде. Затем я взял удочку в 6 футов и пошел со своим клиентом к тому месту, где прежде стоял вяз. Солнце как раз освещало вершину дуба. Я воткнул колышек в землю, наметил направление тени и измерил ее. Она оказалась длиною в 9 футов. Теперь нужно сделать самое пустяшное вычисление. Если удочка в 6 футов отбрасывает тень в 9 футов, то дерево в 64 фута высоты дает тень в 96 футов, а направление обоих должно быть, понятно, одинаковое. Я вымерил расстояние и дошел почти к стене дома, где я воткнул в землю свой колышек. Можете себе представить мой восторг, Ватсон, когда в 2 дюймах от этого места я увидел в земле воронкообразное углубление. Я понял, что это отметка, сделанная Брёнтоном при его измерениях, и что, следовательно, я иду по его следам. Я начал отсчитывать шаги от этой точки, определив предварительно стороны света с помощью компаса. 10 шагов, сделанные каждой ногой, пришлись параллельно стене дома. Тут я опять отметил колышком точку, на которой остановился. Затем я тщательно отмерил 5 шагов к востоку и 2 к югу и очутился прямо у порога старого дома. Пару шагов к западу означали, что мне следовало сделать пару шагов по выложенному плитами коридору, и я стоял на месте, указанном обрядом. Никогда в жизни не приходилось мне испытывать такого сильного разочарования, Ватсон. Одно мгновение мне казалось, что в мои вычисления вкралась какая-то основная ошибка. Лучи заходящего солнца падали прямо на коридор, и я ясно видел, что старые, вытоптанные камни, которыми он был вымощен, плотно спаяны цементом и не сдвигались с места уже много лет. Брёнтон не дотрагивался до них. Я постучал по полу, но звук везде был одинаков, и нигде не было заметно ни трещины, ни пробоины. К счастью, Мёсгрев, который понял смысл моих поступков и волновался не менее меня, вынул рукопись, чтобы проверить мои вычисления. И вниз. Закричал он. Вы пропустили и вниз. Я думал, что эти слова означали, что нам придется рыть землю, но теперь увидел, что ошибся в своих предположениях. Так там есть подвал? — крикнул я. «Да, такой же старый, как и дом. Сюда, через эту дверь». Мы спустились по витой каменной лестнице, и мой товарищ, чиркнув спичкой, зажег большой фонарь, стоявший на бочонке в углу. В ту же минуту мы убедились, что попали в настоящее место и что кто-то побывал тут раньше нас. Подвал служил складом для дров, но поленья, очевидно, прежде покрывавшие весь пол, теперь были сложены по сторонам так, что посередине образовался свободный проход. В этом проходе лежала большая тяжелая плита с заржавленным железным кольцом посередине, к которому был привязан толстый шерстяной шарф. «Клянусь Юпитером!» — вскрикнул Мёсгрев. «Это шарф Брёнтона. Я видел его на нем и готов поклясться в этом. Что делал тут этот негодяй? По моему предложению вызвали 2 полицейских, и в их присутствии я попытался поднять плиту, таща за шарф. Я мог только слегка приподнять ее, и только с помощью одного из констеблей мне удалось отодвинуть ее в сторону. Перед нами зияла глубокая черная яма. Мы все смотрели в нее. Мёсгрев встал на колени и опустил фонарь. Перед нами открылось темное помещение около 7 футов в глубину и футов 4 в квадрате. У одной стены его стоял низкий деревянный сундук, окованный медью, с поднятой крышкой, в которой торчал ключ странной старинной формы. Снаружи ящик был покрыт толстым слоем пыли, а сырости черви проели дерево, на котором виднелись кучки грибов. Несколько металлических кружков,
по-видимому, старинных монет. Вот таких, какие вы видите у меня в руке, валялось на дне сундука, но больше там ничего не было. Но в это время мы совершенно забыли и думать о сундуке. Наши взоры приковались к тому, что мы увидали рядом с ним. То была фигура человека, одетого в черный костюм, сидевшего на корточках, положив голову на край сундука и охватив его обеими руками. От такой позы вся кровь прилила ему к голове, и никто не мог бы узнать черт этого искаженного, посиневшего лица. Но когда мы приподняли тело, то мистер Мёсгрэв по росту, одежде и волосам признал в нем своего бывшего дворецкого. Брёнтон умер уже несколько дней тому назад, но на теле не было заметно ни раны, ни какого-либо повреждения, которые могли бы указать причину его страшной смерти. Тело вынесли из погреба, а мы снова остались перед загадкой, почти такой же ужасной, как та, с которой мы встретились впервые. Признаюсь, Ватсон, что я начал сомневаться в успехе моих розысков. Я думал, что разрешу загадку, как только найду место, указанное в обряде. Но вот я стоял на этом месте, по-видимому, был так же далек, как прежде, от решения, что скрывалось так тщательно семьей Мёсгрэвов. Правда, что я пролил свет на судьбу Брёнтона, но теперь следовало установить, каким образом эта судьба постигла его и какую роль играла во всей этой истории исчезнувшая женщина. Я присел на бочонок в углу и стал обдумывать все, что случилось. Вы знаете, Ватсон, мой метод. В подобного рода случаях я ставлю себя на место данного человека, выяснив себе предварительно степень его развития, пробую представить, как бы я действовал на его месте. В данном случае дело облегчалось тем, что Брёнтон был, без сомнения, человек недюжинного ума. Он знал, что дело идет о какой-то драгоценности. Он нашел место. Он увидел, что плита, закрывающая вход в подвал, слишком тяжела для того, чтобы ее мог сдвинуть один человек. Что же ему оставалось делать? Он не мог получить помощи от посторонних. Даже в том случае, если бы ему удалось найти кого-нибудь, кто согласился бы помочь ему и кому бы он мог вполне довериться, ему угрожала опасность попасться, когда ему пришлось бы впустить своего сообщника. Лучше было найти себе помощника в доме. Но кого? Кому мог он обратиться? Эта девушка любила его. Мужчине всегда трудно представить себе, что он окончательно лишился любви женщины, как бы дурно он ни поступил с ней. Вероятно, Брёнтон снова полюбезничал с Хоуэллс, чтобы помириться с ней, а затем сделать ее своей сообщницей. Они, должно быть, вместе пришли ночью в погреб и соединенными силами подняли плиту. До этой минуты их действия так ясно представлялись мне, как будто я сам присутствовал при них. Однако поднять плиту было делом трудным для двух лиц, из которых, к тому же, одна была женщина. Нелегко это было и для нас, дюжего суссекского полицейского, и меня. Что же они могли выдумать, чтобы помочь себе? Вероятно, то же, что сделал бы я сам. Я встал и внимательно осмотрел разбросанные по полу поленья и почти сразу убедился в основательности моего предположения. На одном полене длиной около 3 футов явственно виднелась выемка, а несколько других были сплющены с боков, как будто сжатые какой-то тяжестью. Очевидно, приподняв плиту, они стали совать одно полено за другим, пока не образовалось отверстие настолько большое, что они могли пролезть в него. Тогда они положили одно полено вдоль отверстия. Этим и объясняется выемка на его нижнем конце, так как плита придавливала его своей тяжестью к противоположному краю щели. До сих пор все было ясно для меня. Теперь каким образом восстановить ночную драму? Очевидно, в яму спустился только один человек, и именно Брёнтон. Девушка должна была ожидать его наверху. Брёнтон отпер сундук и, надо полагать, передал найденные им вещи сообщнице, так как в сундуке вещей не оказалось. А потом?
Что случилось потом? Вспыхнула ли ярким огнем жажда мести, тлевшая в душе страстной кельтской женщины, когда она увидела в своей власти человека, сделавшего ей зло, может быть, большее, чем подозревали окружающие? Случайно ли подались поленья, и плита закрыла вход в подвал, который стал могилой Брёнтона? Или резким движением руки она отбросила опору, и плита рухнула на свое место? Как бы то ни было, мне казалось, что я вижу лицо женщины, судорожно сжимающей найденное сокровище и в безумном ужасе бегущей по винтовой лестнице, между тем, как в ее ушах раздавались снизу глухие крики и яростные удары в плиту заживо погребенного неверного любовника. Итак, вот тайна ее бледности, ее нервного состояния и истерического хохота на следующее утро. Но что же было в сундуке? Куда она девала вещи? Вероятно, то были обломки металла и кремней, вытащенные из озера моим клиентом. Она бросила их при первом удобном случае, чтобы скрыть последние следы своего преступления. Минут 20 я просидел, не двигаясь, обдумывая происшедшее. Мёсгреф, весь бледный, продолжал стоять на прежнем месте, раскачивая фонарь и смотря вниз, в яму. «Это монеты Карла I», — сказал он, взяв несколько кружков, оставшихся в сундуке. «Вы видите, мы верно определили время учреждения обряда. Может быть, мы найдем еще что-нибудь, оставшееся от Карла I», — вскрикнул я, внезапно мне показалось, что я понял значение двух первых вопросов обряда. «Дайте мне взглянуть на вещи в мешке, который вы вытащили из пруда». Мы пошли в кабинет, и он разложил перед мной обломки. Я понял, почему он не придал им никакого значения. Металл был почти черный, а камни тусклые и бесцветные. Я потер один из них о рукав, и он засверкал у меня на ладони, словно искра. Одна из металлических вещей имела вид двойного кольца, но сильно поломанного, так что оно потеряло свою первоначальную форму. Вам не мешает припомнить, что королевская партия существовала в Англии и после смерти короля, а когда его приверженцам пришлось, наконец, бежать из страны, они, вероятно, спрятали куда-нибудь многие из своих драгоценностей, намереваясь вернуться за ними в более мирные времена. Мой предок, сэр Ральф Мёсгреф, был ярым приверженцем Карла II и сопровождал короля во всех его скитаниях, сказал мой друг. «А, в самом деле?» Заметил я. «Ну, это обстоятельство доставляет последнее, недостающее нам звено. Я должен поздравить вас со вступлением в обладание, хотя и очень трагическим образом, реликвией, имеющей большую ценность, но еще большее историческое значение». «Что же это такое?» Задыхаясь от изумления, проговорил он. Не более не менее, как древняя корона английских королей. Корона. Именно. Обратите внимание на слова обряда. Что там говорится? Чье оно было? Того, кого нет. Это после казни Карла. Затем, чье оно будет? Того, кто будет позже. Это говорилось о Карле II, восшествие на престол которого предвиделось заранее. По-моему, не может быть сомнения в том, что эта изломанная, потерявшая всякую форму диадема украшала некогда головы королей из дома Стюартов. А как она попала в пруд? Это вопрос, для ответа на который потребуется несколько времени, и я изложил ему всю длинную цепь предположений и доказательств, развитую мною. Уже стемнело, и луна ярко сияла на небе, прежде чем я окончил свой рассказ. Как же случилось, что Карл не получил своей короны обратно, когда вернулся? Спросил Мёсгреф, кладя корону в холщовый мешок. Ах, это вопрос, который, вероятно, никогда не будет выяснен вполне.
По-видимому, ваш предок, знавший эту тайну, умер, не объяснив почему-то своему потомку значение оставленного им документа. С того времени и до сих пор документ переходил от отца к сыну, пока, наконец, не попал в руки человека, сумевшего понять тайну и потерявшего жизнь при попытке добыть спрятанное сокровище. Вот история Мёсгревского обряда. Ватсон. Корона и до сих пор в Хёрлстоне, хотя владельцам пришлось иметь дело с судом и уплатить значительную сумму денег для того, чтобы оставить ее у себя. Я уверен, что, если вы упомянете мое имя, они покажут вам эту корону. Об исчезнувшей девушке никто ничего не слыхал, вероятно, она бежала из Англии и унесла воспоминания о своем преступлении в далекие края.